Прописная буква, или как еще говорят, заглавная или большая, это та буква, размер которой больше строчной. Так вот, перехожу к сути. Вы наверняка встречались вот с такими таблицами. Ой, я бы, честно скажу, поотрывал бы руки вот за такое вот заполнение документа. Обычно это происходит, когда одну таблицу заполняют разные люди. Никакой штабной культуры, посмотрите, здесь все строчными буквами, здесь все заглавными буквами. Ну как так можно относиться? Но тем не менее мы имеем то, что имеем. Когда у 7 нянек дитя без присмотра, так таблицы получается. Но чтобы причесать эту таблицу, есть замечательные функции, которые сделают внешний вид данной таблицы в удобоваримый, и вы будете получать визуальное удовлетворение от того, что тут написано. Давайте я вам покажу, как это можно сделать. Для этого пропишем фамилию и имя, где будет первая буква прописью, а остальные строчные, как и положено. Вставляем колонку, сюда распространим наименование заголовка и пишем равно. Для того, чтобы первая буква была заглавная, а остальные были прописные, мы используем функцию prop-nach, то есть прописная в начале. Prop, вот видите, prop-nach, она у нас выпала, эта функция, мы ее привлекаем двойным кликом, выбираем эту ячейку. Вот, пожалуйста, и у вас фамилия преобразовалась вот в такой вид. Дальше наводим мышку на правый нижний уголок этой ячейки, на вот этот квадратик. Крестик преобразуется из толстого в такой вот черненький, тонкий. И двойным кликом распространяем эту функцию вниз до конца массива. Вот, обратите внимание, все у вас преобразовалось, как и должно быть. Слово начинается с заглавной буквы. То же самое повторим и здесь. Равно prop-nach. Вот эта ячейка. Вот, пожалуйста. Распространяем дальше. Теперь, чтобы видите, у вас здесь в каждой ячейке заложена функция. Чтобы у вас потом, когда мы вот эти ненужные колонки удалим, функция не... Вот смотрите, если мы сейчас вот это вот удалим, видите, у вас и здесь удалилось. Для этого вам нужно вот эти две колонки сохранить как числовые значения. Копируете и вставляете как числовые значения. То есть теперь у вас, видите, здесь нету функции, здесь есть конкретно фамилия. И теперь вы можете безболезненно удалить ненужную вам колонку. Таким же образом делаем так. Копируем и вставляем как числовые значения. Видите, у нас теперь опять содержится просто имя. Удалили. Теперь вставляем колонку наименования предприятия. Давайте поколдуем. Допустим, предприятие будет хорошо выглядеть, если у него все начинается с заглавных букв или с прописных. Равно прописная. Вот это. И сюда внесли. Двойным кликом распространяем. Видите, у вас все преобразовалось в нормальный заглавный вид. Опять сохраняем и вставляем. И сюда можем перенести. Можете, знаете как, если у вас есть интерес, вдруг что-то понадобится, можете все вот эти вот слова перевести в строчные. Равно строчный символ. Оп, у вас, видите, все стало строчный вид. Это, допустим, можно тут дописать, у него была профессия, либо примечание. Обычно примечания делаются строчным видом. Вот такая вот штука, которую вы узнали. Это 3 функции. Прописан, строчен и prop-nach. Пожалуйста, пользуйтесь.